Приветствую вас на канале One Game Show. Сегодня представлю вашему вниманию обзор игры Stray на PlayStation 5. Перед нами новая однопользовательская приключенческая игра от третьего лица, которая открывает нам захватывающую историю о безымянном рыжем котике. Игроку предстоит прыгать, взбираться на препятствия, что позволяет взглянуть на мир глазами настоящего кота, созерцая очень красивый и детализированный мир со множеством восхитительных деталей и отсутствием багов. В игре не так много побочных квестов. Почти все время игроку предстоит исследовать загадочный город будущего и решать несложные, увлекательные головоломки. Разработка игры началась 7 лет назад французскими выходцами из Ubisoft Монпелье, которые в 2016 году основали Blue 12 Studio. Разработчики поставили себе задачу создать относительно небольшую, хорошую и уютную игру для каждого. Особенно для любителей ловких, милых, пушистых котиков. Игру на самом деле очень ждали, и ожидание того стоило. Проектируя город в игре, разработчики вдохновлялись городом-крепостью Коулун, в прошлом плотно населенное, практически неуправляемое правительством поселение в Коулуне, Гонконг. Прообраз нашего пушистого протагониста кот по кличке Мёрта, который является рыжим питомцем одного из разработчиков, однако в игре представлена его неточная копия. Stray была анонсирована в 2020 году и стала одной из самых ожидаемых. Она была выпущена в июле 2022 года для PlayStation 4, 5 и PC. В целом игра получила положительные отзывы за художественное оформление, кошачий игровой процесс, повествование, а также оригинальный саундтрек. Атмосфера приятная, по этому мрачному городу хочется ходить снова и снова. Рыжий бродяга и правда получился очень схожим на реальное животное. Внешний вид, анимации, физика, озвучка – все сделано на высоком уровне. В игре также представлены несколько дополнительных действий для пушистика, таких как мяуканье, сон, лакание воды, заточка когтей, опрокидывание предметов и все кошачьи повадки питомцев, привычные их обладателям. Игра начинается с того, что стая из 4 бродячих кошек бродит по руинам заброшенного объекта. Один неудачно прыгает на незакрепленной трубе и падает в пропасть. Он оказывается в ловушке в подземном городе, населенном роботами, машинами и бактериями-мутантами-зурками. Вскоре кот находит лабораторию, где помогает загрузить искусственный интеллект в тело маленького дрона, который называет себя B-12. Дрон объясняет, что ранее он помогал ученому, но большая часть его памяти была повреждена, и ему необходимо время для восстановления. Одна из основных функций B-12 – это перевод речи роботов для кота. B-12 обещает помочь коту вернуться на поверхность и сопровождает его дальше в город. По мере того, как они путешествуют дальше, пара обнаруживает, что город полностью лишен человеческой жизни. За время отсутствия человечества роботы осознали себя и построили свое собственное общество среди руин города. Но они оказались в ловушке под землей. Руины также кишат зурками, существами-мутантами, которые эволюционировали, чтобы пожирать как органическую энергию, так и энергию роботов. Затем пара встречает Момо, члена аутсайдеров, посвятивших себя поиску пути на поверхность. B-12 и рыжий бродяга добираются до сектора Мидтаун. Там они находят Клементину, еще одну аутсайдерку, которая планирует украсть атомную батарею для питания поезда метро, который ведет на поверхность. И хотя стражи их поймают и арестуют, кот поможет всем сбежать из тюрьмы. Клементина остается, чтобы отвлечь на себя стражей, в то время как кот и B-12 убегают на метро, которое доставляет их в центр управления городом. B-12 наконец восстанавливает все свои воспоминания.
Изначально он являлся ученым-человеком, который пытался загрузить свое собственное сознание в тело робота, но процесс, очевидно, пошел наперекосяк. Б-12 также помнит, что город был построен, чтобы укрыть человечество от катастрофы на поверхности, но в конце концов чума уничтожила все человеческое население. Понимая, что наследие человечества теперь принадлежит роботам и коту, Б-12 жертвует собой, чтобы открыть противовзрывные двери над городом, подвергая его воздействию солнечного света, который убивает зурков и деактивирует стражей. Когда главный выход открыт, бродяга покидает город и достигает поверхности. Качество графики, детализация мира и освещение игры получило высокую оценку критиков. Относительно боевых сцен мнения критиков разделились. Некоторые находили их напряженными и захватывающими, в то время как другие утомительными и не очень интересными. Stray не является игрой с открытым миром, но в некоторых моментах нам предлагается несколько небольших областей для исследований и приключений. Разработчики действительно сделали все возможное, чтобы сделать их незабываемыми, наполнив эстетически интересными деталями. Также много внимания уделено перемещению с большим количеством вертикальных областей, например, фуникулер из ведра. Истинное удовольствие можно получать и в самые динамичные, и в самые спокойные моменты. Графика в Stray выглядит фантастически, будь то неоновые огни, отражающиеся от луж на земле, или нечто простое, например, кошачье перемещение по крышам. Каждая часть этой игры выглядит потрясающе. Освещение, отражение, смесь ярких и тусклых цветов завораживает так, что иногда хочется остановиться и насладиться созерцанием геймплея. Нужно признать, что в создание этой игры вложено много любви. И Stray заслуживает похвалы. На мой взгляд, это однозначно одна из лучших инди-игр в 2022 году. Благодарю всех за просмотр этого видео. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. До новых встреч на канале One Game Show.